Итак, сегодня еще один секрет по работе с айфоном, который почему-то мало кто использует, это приложение «Файлы». Если вы никогда не запускали, вы делаете это совершенно зря. При первом запуске вы можете нажать «Обзор» и увидеть, что у вас есть как хранилище iPhone, так и хранилище iCloud Drive. Есть еще куча разных других хранилищ, которые, может быть, вы знаете к чему, может быть, не знаете. Но вот эти два iPhone и iCloud Drive – это самые важные хранилища. iPhone – это внутренняя память вашего телефона. Здесь можно насоздавать папочек, в которых хранить файлы. iCloud Drive, если вы сюда что-то сохраняете, это будет доступно на всех ваших устройствах Apple, если они у вас есть другие. Например, если у меня в Телеграме мне кто-то прислал какие-то билеты, вот, например, они у меня тут в избранном, очень удобно их сохранить в файлы, чтобы они именно там и находились. Вот открылся файл, да, PDF, я нажимаю стрелочка вверх и вот здесь выбираю «Сохранить файлы». У меня создана специальная папочка в памяти iPhone «Билеты на события». Я даю имя этому билету, там билет какой-то один, и сохраняю. Теперь у меня этот билет, не надо искать его где-то в Телеграме, он у меня есть в файлах и всегда доступен со мной рядом, потому что не зависит от интернет-соединения. То есть это не где-то в облаке, это непосредственно внутри айфона расположен этот билет. Его можно отсюда отправить, поделиться с кем-то, распечатать и так далее. Очень удобно создавать здесь папки для путешествий, хранить в них разнообразные полисы страхования, копии паспорта и так далее. Просматривать документы можно в разном виде. Можно вот здесь нажать 3 точки и сказать, что мы хотим сортировать по имени, или по типу, или по дате, или по размеру. А также, что мы хотим просматривать в виде значков больших вот таких вот, да, удобно. Создать новую папочку внутри этой папки, дать ей какое-то имя и в нее складывать еще файлы. Мы можем также отсканировать документы тем же способом, что и сканируются разные другие документы с помощью заметок, используя камеру, и сложить их сразу сюда. Например, очень удобно, я вот использую чеки. Иногда вот приходится сканировать какие-то чеки, я вот здесь их храню в виде файлов. То есть можно прямо здесь запустить камеру, отсканировать документы, показать какой-нибудь документ. Например, вот у меня такой вот документик, то есть кусочек моего блокнота можно. Это все у меня сразу сохранилось в виде файла PDF, которым я могу переименовать. Чтобы удалить, я удерживаю, он выделяется здесь и удаляется. Какие действия можно производить с файлами? Разнообразные действия можно производить. Например, опять же, вот те же билеты. Да, у меня есть старые билеты. Если я подержу на этом файле, можно посмотреть его свойства, переименовать, сжать, то есть zip получится, продублировать. Быстрый просмотр запустить. Вот он мне покажет быстрый просмотр. Также можно создать новую папку с этим объектом или с несколькими, назначить теги, переместить в другую папку, поделиться. И есть еще некие быстрые действия, которые можно здесь произвести. Например, разметка. Это можно здесь добавить какие-то пометки. Например, вот что-то выделить каким-то там другим цветом, да? Будет красный квадратик, который можно здесь выделить. И в этом виде файл и сохранится теперь. Ну и, соответственно, можно их много выделить. Чтобы выбрать файлики, можно нажать 2 пальчиками. Если не получается, то можно просто нажать 3 точки и выбрать те файлы, с которыми мы хотим что-то сделать. Например, вот эти 2 файла я выбрал. Если задержать на этих 2 файлах, то можно их добавить в общую папку, ну или в данном случае удалить. Все, удалил. Ну, а по поводу iCloud Drive, если вы сохраняете в какие-то папки под iCloud Drive, то, например, вот рабочий стол, это будут все документы, которые у вас так или иначе видны на вашем MacBook или iPad, где подключен iCloud Drive. И, соответственно, вы имеете доступ ко всем документам, которые у вас есть в iCloud Drive. Еще можно заметить, что также здесь видны приложения, которые хранят какие-то свои данные в файлах, и можно в них постучаться, подключить это хранилище, чтобы оно тоже здесь высвечивалось. То есть с помощью интерфейса приложения «Файлы» можно добавлять сюда какие-то файлы в другие хранилища облачные. Также есть такое понятие папки с общим доступом. Ну и есть исторические данные, последние вот файлы, которые вы загружали куда-либо, к ним быстро можно получить доступ. Такое вот приложение «Файлы» очень рекомендую пользоваться. Сохраняйте сюда файлы, это более удобно, чем хранить их в заметках.
заметках или где-то в других местах. Всегда надежно и всегда ваши файлы вместе с вами в памяти айфона. Куда бы вы ни поехали, интернет для этого не нужен. Пользуйтесь, ставьте лайк, если было полезно. Спасибо, что смотрели. Пока.